Он нашел эту чернокожую девушку, одиноко стоявшую на тротуаре. 10 лет спустя произошло чудо. Утренний дождь прекратился, но на улицах все еще блестели лужи. Солнечный свет пробивался сквозь серые облака, отражаясь от мокрого асфальта и проезжающих машин. Город просыпался, по тротуарам слышались торопливые шаги, и кто-то вытряхивал зонтики. Но никто не заметил девушку. Никто, кроме мистера Дэниела Картера. Он как раз возвращался из продуктового магазина, и его коричневая куртка была застегнута до самого ворота, а под мышкой он держал коричневый бумажный пакет. Он чуть не споткнулся, когда увидел ее, маленькую чернокожую девочку лет 6, свернувшуюся калачиком на краю тротуара прямо у фонарного столба. Ее бледное бело-зеленое платье промокло и было в пятнах, облепивших ее худенькую фигуру. Волосы прилипли к лбу. На ней не было ни обуви, ни сумки, ни пальто. Она поджала колени к груди. Она прижалась щекой к бетону, как будто это была самая мягкая подушка, которая у нее была в мире. Дэниел уставился на нее. Люди обступили ее, некоторые посмотрели. Никто не остановился. Он медленно опустился на колени рядом с ней. «Милая, ты меня слышишь?» Ее глаза приоткрылись, большие карие глаза пустые, как будто она много плакала. «Ничего не осталось, ты в порядке?» – спросил он. Она прошептала одно слово – «холодное». Этого было достаточно. Дэниел поставил свою сумку на пол и осторожно снял куртку, накинув ее на ее влажное тело. Она не сопротивлялась. Когда он поднял ее на руки, она уткнулась лицом ему в плечо, как будто знала его всю свою жизнь. Он даже не задумался, а просто пошел прямо домой. В его маленькой квартирке было тихо, тепло и много воспоминаний. Фотографии его покойной жены и дочери заполняли полки. Он уже много лет не растил детей, но то, как девочка свернулась калачиком на его старом диване и заснула, не сказав ни слова, что-то пробудило в нем. Вытерев ее и напоив супом, Дэниел попытался спросить еще раз. «Как тебя зовут?» «Алия», – прошептала она. «Ты знаешь, где твои родители?» Она покачала головой. «Тебя кто-то обидел?» Тишина. В ту ночь она спала на диване, укрывшись одеялом, а куртка Дэниела все еще плотно облегала ее плечи. На следующий день Дэниел позвонил в службу опеки. Он все объяснил. Они прислали социального работника по имени Таша. Она осмотрела Алию, задала вопросы, прогнала ее фотографию по всем базам данных. Заявления о пропаже нет, документы не установлены, никто не ищет. «Возможно, у нее нет документов», – сказала Таша, – «или ее тихо бросили». «Это случается. Что теперь?» – спросил Дэниел. «Ну, приемные семьи переполнены», – сказала она, – «но если ты захочешь, мы можем быстро назначить тебя временным опекуном». Дэниел не колебался. «Я буду заботиться о ней столько, сколько ей понадобится». Дни превратились в недели. Алия была неразговорчива. Но она повсюду следовала за Дэниелом, сидела рядом с ним за завтраком, ждала у двери, когда он выносил мусор. Ее молчание не было пустым. Оно было настороженным, словно она снова училась быть в безопасности. Однажды Дэниел застал ее в гостиной, когда она стояла возле старого пианино, принадлежавшего его жене. Ее маленькие пальчики бегали по клавишам, не нажимая на них. «Тебе это нравится?» – спросил он. Алия кивнула. «Продолжайте». Она поколебалась, затем коснулась одной клавиши, затем другой. Затем раздался тихий звук, ломаная гамма. Ноты не совпадали, но что-то в том, как она двигалась, заставило Дэниела остановиться. В тот вечер она попробовала еще раз. Сыграла ту же ломаную гамму, потом другую. В течение следующих нескольких дней она проводила там все больше и больше времени, ничего не говоря, только чувствуя. Однажды воскресным утром, когда Дэниел готовил завтрак, он услышал нечто, заставившее его уронить лопатку. Музыку. Настоящую музыку.
Он бросился в гостиную, где она стояла, закрыв глаза и покачивая плечами, наигрывая мелодию, которую Дэниел не слышал уже много лет. Это была удивительная грация, и это было прекрасно. «Алия», – прошептал он, она перестала играть и нервно подняла глаза. «Я просто однажды услышала это в церкви», – сказала она, – «и мне захотелось попробовать». Дэниел опустился на колени рядом с ней. «Ты не пыталась, детка. Ты это сделала. Это было невероятно». Она улыбнулась, тихо, нежно, своей первой улыбкой. Шли месяцы, и Алия становилась все более открытой. Она начала напевать себе под нос, рисовать и задавать вопросы. Ее любимым занятием было играть на пианино ближе к вечеру, когда солнечный свет проникал сквозь жалюзи и золотил клавиши. Дэниел официально стал ее приемным родителем. Каждое воскресенье в их маленькой церкви Алию приглашали сыграть небольшую пьесу. Сначала это были простые гимны, затем более сложные аранжировки. Прихожане замолкали. Некоторые плакали. «Она играет так, как будто прожила 1000 лет», – сказал однажды пастор. Алия не знала, что на это сказать. Она просто играла. И вот однажды Дэниел пришел домой с рекламной листовкой в руках. «Послушайте», – сказал он, – «на следующих выходных состоится молодежный музыкальный конкурс, отделение фортепиано. Вступительный взнос не взимается». Алия заколебалась. «Я не хочу выигрывать». «Ты и не обязан. Просто поделись своим подарком». Она посмотрела на него. «Что, если им это не понравится?» Дэниел улыбнулся. «Они это сделают, потому что это ты». Зал был большой, заполненный семьями, судьями и подростками в блестящих нарядах. На Алии было простое небесно-голубое платье и аккуратные белые туфельки, на которые Дэниел копил деньги. Когда назвали ее имя, она медленно подошла. Зал затих. Она села, закрыла глаза и заиграла. Не громко, не кричаще, а глубоко, проникновенно, эмоционально, словно каждой нотой рассказывала историю своей жизни. Когда она закончила, воцарилась тишина, затем раздались аплодисменты, овации стоя. Алия вернулась за кулисы потрясенная. Дэниел крепко обнял ее. «Вы были великолепны». «Для вас», – прошептала она. Затем кто-то подошел, элегантная женщина с планшетом и бейджем. «Мистер Картер?» «Да. Я представляю музыкальный фонд для одаренной молодежи. Ваша дочь. Она необыкновенная. Мы хотели бы предложить ей полную стипендию, уроки, наставничество, участие в национальных сценах». Дэниел уставился на нее. «Ты серьезно? Она не просто талантлива. Она одна на миллион». Когда они, сияя, выходили из здания, Алия бросила взгляд на парковку и замерла. Возле дерева стоял мужчина, наблюдая за ней, бледный, нервный. Он не захлопал в ладоши, не улыбнулся, он просто уставился на нее, а затем быстро ушел. Дэниел тоже это заметил. Он спросил, знаете ли вы его. Алия не ответила, но ее улыбка погасла. И Дэниел понял, что история на этом не закончилась. Еще не закончилась. Алия не могла перестать думать о мужчине на парковке. Его лицо было незнакомым, но ее тело отреагировало прежде, чем мозг успел что-либо осознать. Холодок, внезапное давление в груди, как будто всплыло какое-то глубоко запрятанное воспоминание. Дэниел заметил перемену. В тот вечер за ужином он мягко спросил: «Ты уверена, что не узнаешь его?» Алия уставилась на свою вилку. «Нет, но, думаю, раньше смотрела». В тот вечер она села за пианино, но не играла. Впервые за несколько месяцев ее пальцы замерли, затем замерли неподвижно. «Что, если мое прошлое найдет меня?» – спросила она. Дэниел подошел к ней. Затем мы встретились с этим лицом к лицу. Прошли недели. Предложение о стипендии стало реальностью. Алия начала посещать частные уроки музыки 2 раза в неделю. Ее преподаватели называли ее феноменом. Видеозаписи ее выступлений в церкви стали популярными.
Видео под названием «Девушка-пианистка, которая спала на тротуаре» получило миллионы просмотров. Незнакомые люди писали письма. Некоторые присылали подарки. Но Дэниел позаботился о том, чтобы ее жизнь оставалась размеренной. Пианино, школа, смех, тишина. И вот однажды осенним днем в дверь постучали. Дэниел открыл и увидел хорошо одетую женщину лет 40 с небольшим, держащую в дрожащих руках небольшой конверт. «Мистер Картер?» – она спросила. «Меня зовут доктор Рене Льюис. Мне кажется, я знаю Алию». У Дэниела перехватило дыхание. «Откуда?» Она открыла конверт и обнаружила выцветшую фотографию молодой девушки в таком же бело-зеленом платье, с такими же глазами, те же глаза. Она моя племянница. Она пропала 10 лет назад. Мой брат, он был неуравновешенным человеком, забрал ее у матери и исчез. Мы думали, что они погибли». Руки Дэниела задрожали. «Вы хотите сказать, что он бросил ее? Нарочно?» Рене кивнула. «Он был арестован 2 недели назад. У него были поддельные документы. Он признался, что бросил ее. Он сказал, что она не переставала плакать». Алия вошла в комнату, услышав последнюю часть. Ее взгляд остановился на Рене. «Ты помнишь меня, милая?» – мягко спросила Рене. Алия отступила на шаг. «Я помню. Ты был там, на фотографии, висевшей на стене. В последующие недели анализ ДНК подтвердил правду. Мать Алии умерла вскоре после ее исчезновения. Никто не знал, куда делся ребенок. Рене искала, подавала заявления, обращалась к властям, но след простыл. Теперь она хотела восстановить связь. «Я не хочу забирать ее у тебя», – сказала она Дэниелу. «Ты вырастил ее. Ты дал ей жизнь, но я бы хотела быть частью ее будущего». Дэниел посмотрел на Алию. «Это твой выбор». Алия медленно кивнула. «Ты можешь прийти на мой следующий концерт». Мероприятие проходило в большом зале. Алии, которой сейчас 15 лет, была одета в белую блузку и мягкие серые брюки. Ее пальцы уверенно и грациозно танцевали по клавишам рояля. Камеры засверкали вспышками, зрители затаили дыхание. Последней композицией было ее собственное произведение под названием «Тротуар к небу». Когда она закончила, раздались не только аплодисменты, но и слезы. Репортеры, музыканты, незнакомые люди – все были тронуты подростком, в музыке которого таились все душевные раны и все надежды. За кулисами Рене обняла ее. «Твоя мама бы тобой гордилась». Алия улыбнулась. «Я надеюсь, она меня слышит». Несколько месяцев спустя Алия запустила некоммерческую программу «Тротуарная симфония». Ее миссия – дать музыкальное образование детям, оставшимся без попечения родителей. Она начала выступать в приютах, школах и даже центрах для несовершеннолетних, рассказывая не только о своем таланте, но и о своей истории. Она говорила собравшимся: «Я мало что помню о том дне, когда меня бросили, но я помню тот день, когда меня увидели, день, когда никто не прошел мимо». Рядом с ней всегда был Дэниел, не просто ее опекун, ее отец. Однажды вечером после концерта он прошептал: «Ты знаешь, в чем на самом деле заключалось это чудо?» Она склонила голову набок. «Моя музыка?» Он с улыбкой покачал головой. «Ты. Если вам понравилась эта история, не забудьте поднять большой палец вверх и нажать кнопку подписки, чтобы получать больше эмоциональных, драматичных и неожиданных историй. И напишите нам в комментариях, из какой точки мира вы смотрите. Мы рады всем вам. До следующего раза оставайтесь добрыми, любопытными и продолжайте наблюдать».